Добрый день, друзья! Сегодня с вами мной Дмитрий Юрьевич, значит, на канале Инвестиции на позитиве. И раз инвестиции на позитиве, то мы будем рассматривать позитивно, что сейчас на рынках происходит. А именно сейчас, в этом коротком видео, я расскажу о тех компаниях Германии, которые по своим техническим показателям находятся на приятных, благоприятных уровнях для покупки. Если вам интересно, что это за компании, то тогда давайте смотреть. Первая из компаний, которую мы сегодня посмотрим, это компания BASF. Это гигант химической промышленности из Германии. Если мы взглянем на график компании, то мы видим, что сейчас цена, во-первых, оттолкнулась от уровня перепроданности своей большой. Во-вторых, отталкивание мы видим от зоны поддержки, которая проходит в районе 57-58 евро за акцию. Этот уровень довольно-таки сильный, потому что, как мы видим, это уровень, который еще действовал в декабре 2018 года. И после этого он уже неоднократно выступал как зеркальный уровень, выступал уровнем поддержки. Затем после его пробития это был уровень сопротивления, и который после его пробития в ноябре 2020 года вновь стал уровнем поддержки. Так вот, сейчас цена, когда подошла к этому уровню, она также была у нижней грани нисходящего канала, и от этого уровня благополучно оттолкнулась. Какие мы видим ближайшие перспективы, цели по этой акции? Ну, это первая цель, которую мы видим по ней, это уровень скопления средних по акции и также верхняя граница нисходящего этого канала, отметка 63,5 евро за акцию. С дальнейшим тестированием линии 200-дневной средней. Сразу, возможно, эти уровни не достигнутся, но с небольшой проторговочкой вполне реально достижение этих уровней. Что еще кроме этого хочу заметить по компании BASF, это от нынешней цены хороший уровень дивидендов. Так, если мы откроем, посмотрим раздел дивиденды по компании, то мы видим, что, во-первых, они росли на протяжении последних лет, каждый год увеличивались. Последние 2 года дивиденд составлял 3 евро 30 евроцентов на акцию. Если сейчас это посмотреть от цены акции на данный момент 61 евро за акцию, то это составляет более 5%. Согласитесь, довольно-таки неплохая доходность для акций, которые номинированы в валюте евро. Вторая компания, которую мы сегодня посмотрим, это компания Henkel. Это также химическая компания, которая свое основное направление – это потребительские химтовары, такие как клей, полипропилен, краски и большой спектр, в общем, товаров потребительского значения в химической промышленности. Если посмотрим на график, то что мы здесь увидим? В первую очередь, сильная перепроданность по RCI, как мы видим. Второе, цена находится в нижней грани конверта средних, это вот этого синенького канала, который в данный момент нисходящий, и цена торгуется у нижней грани этого канала. И третье, мы видим уровень поддержки. Это уровень поддержки даже сильнее, чем тот, который мы сейчас у BASF смотрели, потому что это уровень поддержки еще с 2013 года действующий. В случае, если цена действительно оттолкнется от данного уровня, то тут мы видим перспективы для дальнейшего роста. Это первая цель, район 78 евро, где проходит средняя канала конверта средних. И также 20-дневная средняя скользящая. С дальнейшим выходом к уровню сопротивления 83 евро за данную акцию. Хочу напомнить также, что данная компания платит дивиденды. Они не такие большие, конечно, как у компании BASF, но, как мы видим, 1 евро 85 центов на акцию мы получаем. Если это сейчас посчитать, то мы получим, поделить на стоимость акции,
2,5% доходности. И, наконец, третья компания, которую мы сегодня рассмотрим, это компания Volkswagen, всем известная компания, которая производит автомобили, один из крупнейших заводов в мире. Компания также сейчас активно развивает и направление электрокаров. Так вот, если глядя на нее, мы сейчас посмотрим, что цена неплохо скорректировалась от своих максимумов. Коррекция составляет уже больше 30%. На своих пиках она составляла 35% коррекции. По индикатору RCI мы увидим отталкивание от нижней грани перепроданности абсолютной своей ценовой. Также цена оттолкнулась от уровня поддержки в районе 158-160 евро за акцию. Этот уровень такой же, как у компании Henkel, сильный. Этот уровень действующий с 2013 года. Что мы здесь видим? Что цена на этой коррекции дошла до своей 200-дневной средней скользящей. Она, по всей видимости, отработала, и от нее цена ушла вверх. Ближайшими целями по компании является уровень поддержки в районе 180-182 евро и плеяда средних, которая находится чуть выше в районе 190 евро за акцию. Это ближайшие цели по компании. Также хочу отметить, что компания Volkswagen также платит дивиденды у нас. Она также не такие, конечно, большие, как в компании BAS 5%. Но на данный момент дивиденд последние годы был 4,86 евро. И если посчитать, перевести это в дивидендную доходность, 4,86 делим на цену акции на данный момент, и мы получаем дивидендную доходность 2,8% в евро. Согласитесь, довольно-таки неплохо для дивидендов в валюте. Да, они не такие шикарные, как у компании BAS, но все равно существенные. Вот такие три компании я сегодня отобрал для вас, пересмотрев гору немецких компаний. Увидел, что остальные находятся в своих зонах. Кто-то на хаях, кто-то рядом с ними. А вот наиболее недооцененные акциями на данный момент являются вот компании BAS, Henkel и Volkswagen. Каждая из них имеет перспективу развития. Тот же самый Volkswagen, я уверен, что сейчас этот кризис, во-первых, логистический, о том, что логистики цепочки поставок по всему миру нарушены. Во-вторых, это дефицит чипов, и это все временные факторы для компании. Рано или поздно эти факторы отойдут в сторону, и, соответственно, мы увидим рывок и рост вверх по акциям данной компании. Как говорится, мы можем это только предполагать, а располагает это рынок, и мы не знаем, куда он пойдет завтра. Мы можем, как я уже сказал, только предположить. Хочу заметить, что мой ролик не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это всего лишь точка зрения моя на данные компании. Поэтому при принятии решения о покупке или не покупке данных акций вы должны рассчитывать только на свой, как говорится, ум и на свои мысли. На этом сегодняшнее видео завершаю. Спасибо всем, кто подписался на данный канал, тем, кто активной жизнью живет, пишет комментарии, ставит лайки. В общем, продолжаем в том же духе. На этом завершаю. Всем пока-пока.